Дорогие наши друзья, всем привет! Приветствую я вас на нашем канале. Я продолжаю свое пребывание в королевстве Таиланд, и сегодня мы приехали на пляж Наянг, а точнее в отель Наянг Бич Резорт 4 звезды. Чем примечателен этот отель? Первый момент, очень близко к аэропорту, то есть буквально 10 минут езды от аэропорта Пхукета, и вы попадаете на этот пляж. Второй момент, непосредственно сам пляж Наянг очень красивый, и до моря от отеля буквально пару минут ходьбы пешком. Чем мне нравится здесь, очень красивая зеленая территория. Я думаю, вы за спиной у меня уже видите. Отель буквально построен в саду. Предлагаю отправиться его осматривать. И в конце я обязательно расскажу, какие впечатления лично у меня сложились по этому отелю. Но пока мы ждем заселения в отель, здесь, кстати, оно с 15:00, это тоже нужно учитывать, я покажу вам территорию отеля. Начну я свой обзор прямо с дороги, чтобы у вас было понимание, насколько близко отель Наянг Бич Резорт расположен к пляжу. Смотрите, буквально через вот эту максимально неактивную дорогу. Я думаю, вы видите, что здесь очень маленькое движение, потому что основная трасса, она проходит параллельно, там дальше. И вот перед нами открывается пляж. Я обязательно до него дойду, естественно, все сниму. И хочу сразу показать вам по поводу точек питания. Здесь их очень много. Вот по линии, где берег, здесь стоят в основном макашницы, какие-то ларечки с едой. Дальше там большое количество кафе, ресторанчиков. Все это есть. Также, пока мы ехали на машине, видели 2 супермаркета. То есть выбор здесь в плане питания, еды большой очень. Направляемся на территорию отеля. И сейчас с вами вместе прогуляемся, посмотрим. Вот здесь, кстати, проходят завтраки вот в этом здании. А по левую сторону у нас идет ресепшн, где заселяют наших гостей отеля. На что я сразу хочу обратить внимание, территория у отеля очень-очень зеленая, вся утопает в различной растительности. А перед нами открывается корпус трехэтажный, номера все с балконами. Здесь 4 категории номера. Мы будем жить, естественно, в одной. Я вам ее обязательно подробно сниму, расскажу. При бронировании по номерам мы обязательно все учитываем, все пожелания. Здесь есть также номера вот в таких бунгало со своим, получается, выходом и с террасой. Есть туристы, которые любят такое размещение, кто-то любит в корпусах. Сейчас мы с вами будем выискивать бассейны, буду вам их показывать. Я так уже по территории пробежалась, примерно поняла, что где здесь. Вот хотела вам показать номера. Смотрите, есть вот такие номера со своей террасочкой. Очень здорово, мне кажется. И вот сразу рядышком прям, посмотрите, бассейн с фонтаном. Мне очень нравится, что здесь много зелени. И на самом деле сейчас очень жарко и прям активное солнце. Но за счет того, что здесь много зелени, много тени, прогуливаться прям комфортно. Также посмотрите, рядом с бассейнами есть души. Кстати, при входе в отель также есть где помыть ноги после пляжа. Это тоже очень важный момент. Так, вот он, второй бассейн, собственно. Здесь какие-то черепашки. Детки плавают. Вот такой вот красивый бассейн. Мы неоднократно отправляли своих туристов в этот отель, и отзывы всегда были положительные. На него, как правило, очень хорошие цены. Отель 4 звезды, и мы его, как правило, советуем для спокойного семейного отдыха. Особенно очень комфортно здесь отдыхать с детками, потому что пляж в пешей доступности, пляж очень хороший, с хорошим входом, мелкий песочек. И на этом пляже, как правило, не бывает сильных волн. То есть в сезон волн вообще не бывает. И если мы говорим про не сезон, то здесь тоже волны, они меньше, чем на других пляжах. Еще отмечу, кто не знает, это пляж Наянг, и он находится очень близко к аэропорту Пхукет, что тоже не может не радовать. Здесь буквально от аэропорта, я сейчас посмотрела по карте, ехать 10 минут. То есть это прям вообще очень-очень комфортно. Не нужно будет стоять в пробках на Пхукете. Прилетели 10 минут, и вы уже
в отеле. Читала отзывы, туристы некоторые, кто без багажа, даже пешком доходят до этого пляжа. Ну и третий бассейн. Показываю вам. Такой он не сильно большой, но находится в красивом, в уютном месте. Здесь так тихо, спокойно. Тоже есть души. Территория на самом деле не сильно большая. То есть все комфортно, все очень близко. И сейчас вот я дойду еще до одного корпуса. Он находится в самом спокойном месте. Сейчас разговаривала с туристами с России, спрашивала их мнение. Мне было очень интересно. В целом туристы довольны территорией, хорошие, нормальные, стандартные завтраки. И живут они как раз вот таки в самом дальнем корпусе. Говорят, что вообще шикарно, прекрасно, тишина. Ну, здесь и так, в принципе, тихо. Но вот в этом корпусе, в самом дальнем, прям вообще максимальное спокойствие, релакс. Здесь получается у нас 4-этажное здание. И все, на этом территория заканчивается. Есть такие вот уютные местечки, столик, лавочки, где можно посидеть, отдохнуть. Как и обещала, снимаю вам обзор. Наконец-то нас заселили. Такая достаточно просторная, светлая комната. Мне нравится, что здесь панорамные окна и много света. Достаточно большой холодильник, водичка есть, чай, кофе. Категория номера у нас Tropical Deluxe. Кровати можно бронировать раздельные. И балкончик. С таким видом. Ванная комната. Душ. Друзья, всем доброе утро. Но я вам снимаю завтрак в отеле Наянг. Из фруктов здесь представлены арбуз, ананас, хлопья. Здесь у нас кашка, различные соусы, овощи. Так, дальше что у нас? Здесь у нас получается рис. Что я хочу оценить, здесь очень много разных видов овощей. Кстати, они очень вкусные. Мы уже позавтракали. Так, здесь у нас помидорки. Так, что у нас тут? Здесь у нас картофель, супчик, греночки, здесь ветчина и сосиски. Также я хочу оценить здесь очень вкусное кофе, выпечка. Выпечку не пробовали. Сейчас я вам ее сниму. Выпечка, джемы предоставляют. Также фрукты пополняют постоянно. Вот сейчас вижу, что уже обновили. Получается зона, где можно взять кофе, водичку, чай. И ресторан, получается, он на открытой террасе отеля. Друзья, я отправляюсь на пляж и покажу вам, какое красивое здесь море на пляже Наянг. Переходим дорогу неактивную. Рядом здесь есть и фрукты, и можно шейк себе вкуснейший приобрести. Также здесь очень-очень много макашниц. И посмотрите, вот в тени здесь деревьев есть столики, где вы можете покушать, посидеть. Да их тут вообще много. Налево я не посмотрела. Так, ну и сейчас подойдем с вами к морю, посмотрим, что у нас тут ждет за красота. Я была как-то давненько на пляже Наянг. Мне очень понравилось. Здесь не так много туристов. Хороший вход в море. Здесь иногда бывают отливы, но они совсем незначительные. И купанию они не мешают. Просто если есть места, где пляжи, когда отлив, то невозможно купаться, то здесь
с этим все прекрасно. Посмотрите, какой он большой, и посмотрите, как мало на нем туристов. Его, конечно, нельзя сравнить ни с Короном, ни с Потонгом, ни с Катой. Можно, наверное, сравнить его с соседним пляжем, который называется пляж Найтон. Но и то, и там немножечко поактивнее, на мой взгляд. Посмотрите, какая большая бухта. Красота. Мелкий песочек. Зона здесь заповедная. Поэтому, как вы можете видеть, шезлонгов, зонтиков здесь очень мало. Вот только буквально вот в одном месте. Но здесь можно в тенечке очень много зелени укрыться от палящего солнца. И вот, собственно, морешко. Трогаем водичку. Ой, какой кайф. Очень теплая вода. Красота. Туристы купаются. Здесь для деток идеально. Видите, не так глубоко сразу, к примеру, как на Короне. Здесь можно безопасно детей отпускать купаться и совсем не переживать. Ну и плюс здесь песочек, кое-где есть кусочки кораллов, но это совсем немного. Ну а после прогулки к пляжу я зашла в кафе на Наянге и покажу вам, какие цены и что тут вкусного готовят. Буквально в 2 минутах ходьбы от отеля вот есть такая симпатичная улочка, где много разных кафе. Я пришла в кафе, которое называется Нина. Но здесь есть как бы и пицца-меню, но меня больше интересует, конечно же, тайская кухня, раз мы в Таиланде. И заказала я себе жареный рис, очень люблю, с кальмаром. По стоимости он 150 бат. И вот можете посмотреть тайский салат 120-160. Том-ям здесь 200 бат. Том-ка получается 160. Ну, на самом деле цены можно найти и выгоднее. Я вот проходила где вдоль моря, там том-ям можно взять за 100, за 120 бат всего. И также с рисом. То есть здесь все, конечно же, индивидуально. И готов мой шикарный рис с кальмаром. Будем пробовать. Всю информацию об отеле я постаралась максимально подробно рассказать в этом видео. Если вас заинтересовал этот отель, я рекомендую бронировать его заранее, так как он очень популярен и любим нашими туристами. Друзья, пишите в комментариях, кто бывал в этом отеле. Нам будет очень интересно послушать ваше мнение. И также хочу напомнить о том, что мы можем организовать ваш отдых в любой точке мира. Ну а я благодарю вас за внимание и до скорых встреч в новом видео.